Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом топаем к землянке. Сегодня необычным составом. С нами мой приятель Андрей с супругой Юлей. Мы познакомились на канале. Это мои подписчики. Мы переписывались какое-то время. А потом мы встретились с Андреем. Он неподалеку работал. Вот. И они вызвались помочь мне с началом, наверное, строительства глиночурки. Да, это Несъедобно. какой-то пластинчатый, не знаю. Карлос плотно поел с утра, поэтому сегодня медленно бегает. Впереди косуля стоит прямо на дороге. Посмотрите. Косулю не видел прямо впереди? А, впереди? Да, прямо на дороге стоял. На грибы смотрел. А. Стояла прямо на дороге. Сейчас Карлос гавкать будет, унюхает. Странно, он как-то отреагировал. Носом только посмотрел туда и все. Кто бы лаял бы сейчас обычно. А не вот, унюхал только. Только. Что-то ты, Карлос, старичок. Да. Ну так вода, идем по этому. Да, по оврагу уже близко. Мы уже на подходе. Спускаемся к водоему, к землянке. Фух. Как вообще поход сильно? Вау. Еще трохи можно было пройти, конечно, но... Андрей с Юлей пошли искать землянку, интересно им самим отыскать. А я пока поставлю фотоловушку. Здесь неплохие тропинки звериные. Думаю, можно заснять хорошие кадры. Потом их догоню. Что-то я не слышу Андрея с Юлей. Неужели они прошли мимо, не нашли? Хотя нет, вижу следы. Ой, кто-то спускался. Вот вещи. Андрей, наверное, как истинный рыбак, сразу побежал к водоему. Ну как клев? Ну, что мы часто не нравится. Это рыба? Или то Андрей за ней уже лазит? Нет, то походу рыба. Ну что, нашел кого-нибудь? С дровами у тебя, я смотрю, тут вообще. Можно уголь делать на продажу. Ого. Как бы их заполнить рыбой, да? Да. Что, порядок там? Порядок. В землянке были гости, вот оставили какой-то презентик.
Баклажанчики. Да, за что им благодарность. Андрей только что предложил соорудить сижу из этого бревна. Надо будет подрубить некоторые ветки внизу, чтобы оно село пониже к воде. И можно будет удочкой добрасывать там метра до 1,5 глубины. Вполне можно уже там найти и карасика. Плотву может даже и лещ подходить на 1,5-метровую глубину. Поэтому, может, сейчас попробуем подрубить одну веточку, и дерево должно сесть глубже. Карлос, стекай отсюда. Ты что же, Андрей, смотри, чтобы в какую сторону оно будет падать, неизвестно. О, шевелится. Не садится еще? Ну так, дрожит уже. Нет. Оп. Так, а что у нас? Не просаживает. Как может такой рычаг огромный? Я с камеру оставлю, а то упаду. Вот такое замечательное место получилось для рыбалки. Можно забрасывать под эту сторону, под камыши, или влево. Сначала можно разместиться вот здесь, набить несколько дощечек. Ну а потом, если можно, расшириться и прямо вот такую широкую сделать. Хотя забрасывать дальше не получится. Там сплошной ковер травы. Но вот здесь под камышиками, я думаю, карасик должен обязательно подходить. Да и плотва может быть. И лещ, все что угодно, в принципе. Сейчас сразу сделаю прикормку, пока она будет напитываться водой. Надо собрать удочку. И чтобы понимать, куда забрасывать. Сразу закормить место, пусть рыбка подходит. И тогда уже пойду заготавливать бревна для чурок. Для новой землянки. Карлос, ты помогаешь или командуешь? Как обычно, прораб. Без разницы. Не набегался еще, Карлос? Иди отдохни. Кушать еще рано, а то ты опять будешь как это. Да, рано. Отстань. Отстань. Андрея прикормка далеко. Забодяжу сразу закормлю место. Это не твоя прикормка, рыбья. В тазике сейчас сделаю прикормки. Сделаю стартовый закорм. И потом будем понемногу добавлять. Мы планируем здесь с одной ночевкой. Поэтому надо обильно кормить, интенсивно, чтобы рыбка пришла побыстрее. Вот такой вот жук попался. А точнее его часть только. Пол жука почему-то. Кто его откусил? Странный, живой еще. Вот так. Ай.
прикормку я добавил грунта, чтобы и немного сэкономить, но и с другой стороны она будет не так заметна на земле, рыба будет смелее подходить. Все, пусть напитывается, а я пойду сделаю оснастку для рыбалки. Забросил удочку. Мелковато, конечно, около метра глубина, но думаю, что-то должно подойти. Сейчас буду закармливать. Ну, думаю, хватит на первый раз. И вторую точку вот там. Только что смотрел на прикормленном месте, уже подходит не только красноперка, а по дну уже ходит плотва, собирает корм. Это уже интереснее, потому что красноперка мне не сильно интересна, я ее наловился на прошлой рыбалке. У меня заготовлено уже там для котов ее в морозилке. Вот плотва уже интересней. А еще интереснее было бы карасик или, может быть, лещ даже подойдет. Ну а пока там рыба собирается, я буду искать какие-то стволы не очень толстые, чтобы было проще отрезать и донести до места строительства. Желательно дубовые, кленовые, ну как твердые породы. Давай, жердяй, быстрее, быстрее, быстрее. Мне интересно попробовать построить именно глиночурку, потому что, ну, во-первых, материал можно использовать любой, ну, а в плане кривизны. То есть неважно, насколько оно кривое, режешь его на поленца, поленца уже будут относительно ровные. Вот. Главное, чтобы было твердое и сухое. Вот. Ну а как она поведет, я, в общем-то, много почитал, что есть очень много нюансов, что они растрескаются, что глина просядет, тоже будут щели большие. Я об этом всем слышал, но меня не отговорили. Мне все равно хочется попробовать. Я буду по ходу уже думать, как решать эти проблемы с растрескиванием. Вот. Ну, я думаю, что за счет толщины стены такое помещение должно очень хорошо держать тепло. На крайний случай эти щели можно попросту запенить. Так что начинаю потихоньку перетягивать стройматериал.
походил я по ближайшим окрестностям и понял, что не так-то и просто найти подходящие бревна. Хотя только что говорил, что пойдут и кривые, хотя их режешь на кусочки, и они станут более-менее ровными. Но все равно как-то подсознательно хочется выбрать поровнее, а их здесь ну практически нет. Все, что было ровное, твердых пород, я уже порезал давно на землянку. Вот. А новых так особо и не нападало. Поэтому режу вот такие совсем кривули, буду брать все подряд. Попробую. Просто сегодня хочу несколько часов уделить именно порезке поленцев определенной длины. Сколько времени там займет, ну, например, там за 3 часа сколько я нарежу этих бревнышек. И прямо сложу их так на сухую, без глины. Сколько это будет, какая часть там одной стены вот за 3 часа я смогу сделать, например. Чтобы понимать хотя бы, какое время у меня уйдет на постройку. Бревна буду сразу тянуть к лагерю, потому что помню по опыту уже, когда сначала нарезаешь много бревен, потом многие не находишь. Поэтому буду относить сразу и идти за следующим. Моих тут с десяток только что тут. Уй, надо мной, бля. Ну, вот я слышу. Не, это не шершни. Вон вижу. Да, я вижу, что не шершни. Но хорошо было бы, чтобы и не шмыли, потому что я даже и не понимаю, что это, жук или шмель. Жук я видел. Точно жуки, да? Ага. У меня аллергия просто на... Пахнет же очень там. Я поэтому не могу так работать. Карлос, ты помогаешь? Аккумулятор разрядился и как раз шашлык подоспел. Так что сейчас пообедаем и продолжу нарезать чурочки. Странно он обычно на этот этот звук. звук реагирует, да? А тут мясом пахнет. Как же Да, можно да, да. реагировать?
Кусочек не упадет. Широкий овражек такой. Был бы поуже, так отсюда до сюда бы сделал, чтобы оно. Чтобы не было куда его. Хорошо так повалялся. Часа два точно подремал. Плотно так пообедали. А встали рано утром в 4 часа. Так, обеденный сон такой получился. Говорят, это полезно. Так, надо вставать. Буду продолжать пилить бревнышки. Понял. Мы легких путей не ищем. Бум. Ну, очень мало бревнышек осталось в округе. Я сначала хотел нарезать максимально поленцев, посмотреть сколько. Но я так прикинул, что с моими аккумуляторами точно можно нарезать 1 квадратный метр стены. Если стена в среднем 2 на 3, 6 метров, получается, вот за неделю можно полностью нарезать на одну стену. В итоге за месяц на все стены можно заготовить чурки. Ну и плюс глина, камочки, наполнитель в глину. Еще какое-то время. Ну так, если постепенно не спеша, то за лето, я думаю, можно справиться. К осени, к холодам переделать новую землянку. Единственная проблема, что все меньше бревнышек. Все я уже перетягал на землянку, перерезал на постройку, ну и потом на дрова. Так что приходится уходить все дальше и дальше за материалом. Ну и да, хотел я проверить, сколько я нарежу. Ну и примерно прикинул, что квадратный метр, да. Но, наверное, я его сегодня не буду дорезать, а потрачу аккумуляторы именно на заготовку бревен. Это мне Андрей предложил, говорит, пока он здесь, то он поможет их перетянуть, а это как бы основная работа, самая тяжелая. Резать на чурочке это не так физически сложно. Вот, поэтому потрачу аккумуляторы именно на подготовку бревен
И завтра мы их поперетягаем к землянке. А уже в следующий раз я приду и буду продолжать нарезать их на пенечки. Вот это пойдет. Вот это кривое, но пойдет. И вот. В общем, здесь есть чем поживиться. Еще один аккумулятор разрядился. Остался один. Как раз чайник закипает. Пойду попью чайку. Чай я уже не пил, наверное, полгода. Стараюсь пить только обычную воду. Но здесь вода в дефиците, поэтому кипятим речную и завариваем чаек. А в следующий поход возьму эти 4 аккумулятора. Кстати, вот эти аккумуляторы, которые шли в комплекте с пилой, они, конечно же, не соответствуют заявленным характеристикам. Тут вообще какая-то ерунда написана. Вот, я их разобрал, посмотрел, какие элементы там внутри. Вот. Короче говоря, от заявленных там 6, предположим, ампер-часов, элементы стоят по 1500 миллиампер-часов в 2 ряда, то есть максимум, что могло быть там, это 3. Но по факту я их проверил на емкость, в них 1100 где-то, ну там 1100 с копейками. Получается, ну, 2,2 ампера вместо 6, да. Вот, я купил элементы 2600 миллиампер часа. Они действительно так и есть, проверил все и установил. И получается 5,2 ампер часа, то есть, ну, в 2,5 раза больше, чем они были, ну, вы поняли, короче, чем они были. В общем, перебрал я 2 аккумулятора, теперь они более емкие. Нужно прикупить еще элементов, перебрать еще 2. И кроме них, вот 4 я сейчас брал с собой. Кроме них у меня еще есть 2 небольших аккумулятора, они в один ряд идут. Это вот газонокосилки от триммера. Там тоже плохие элементы, но попробую взять их в следующий раз, может хоть что-то они да попилят. А так-то их тоже нужно будет перебрать на более качественные аккумуляторные элементы. Вот, так что в следующий раз возьму, наверное, 6 аккумуляторов и буду сидеть и чикать эти чурки для глиночурки. Погодка сегодня замечательная.
Андрей где-то прогуливался. Ну что там, что-то интересного нашли? Нашли капсула времени. Окаменевшая. Как ты думал, что? Я Мне не... напоминает советскую круглую батарейку. Да? Ну, А, ну да, разбирал стержень. когда-то их? Да. Ну, Андрей с Юлей гуляли по берегу. Он говорит, что нашел остатки сижи моей, которую весной поломала льдом. Был шанс, что ее не поломает весной, потому что погода зимой была такая, что лед мог вообще не установиться. И лишь в конце зимы он намерз и достаточно толстый. Ну и в итоге ее все-таки поломало. Вот. Ну и хорошо, что прибило сюда. Можно будет поснимать эти дощечки. Пригодятся для постройки помоста на том дереве. Камешки какие плоские. Прямо сковородка готовая. Нужно попробовать на ней что-нибудь приготовить. Расколется он или нет на огне. Наверное, его нужно высушить. Ну, не на огне, а на солнце потихонечку. Не так резко. Чтобы вода внутри при закипании его не разрушила. И если получится, потом будет у меня такая сковородочка. Карлос, пойдем. Здесь много таких сковородок. А вот вообще прямо огромные камни. Прямо порода размытая. Вот, нашел сковородку. Как думаешь, будет работать? если не треснет. Не знаю, слышно ли на камеру. Комары гудят. Такое ощущение, что могут сейчас спуститься и утащить себя туда наверх, в берлогу к себе. Еще летают жуки-олени, летучие мышки. Но внизу комаров нет абсолютно. Ни один комар еще не укусил. Муравьи только погрызли, пока я дремал там на берегу на матрасе. Попили чайку, немного перекусили и будем разбредаться по своим жилищам. Все, пойдем-ка. Давай, не притворяйся, как будто не умеешь. Ты же запрыгивал в 2 секунды. Что, все, старичок? Тебе да. Давай помогу. Пошли. Давай. Все, на место. Укладывайся. Молодец. Спокойной ночи. Ну что, пью пилюльки и будем отдыхать. Карлос уже храпит. Все, до завтра, до утра. Что? Доброе утро, Карлос.
Пойдем, пойдем, выпущу тебя. Слышно, видно, как рыбка прямо в траве. То ли еще не рестится. Такая довольно крупная. Сейчас попытаюсь снять. Да, не рестится еще. Попробую забросить удочку, посижу полчасика. А если клевать не будет, то пойду дальше пилить. Поклевывает красноперка, небольшая плотва. Ничего солидного пока не подходит. Хотя так даже визуально вот сейчас вижу, плавает рыбка не маленькая. Видимо, голавлик подошел. Но решили сегодня рыбу не брать, так как еще провизия осталась, нужно ее доедать. А у котов моих в холодильнике еще достаточно рыбы. Поэтому буду сейчас брать пилу и снова заготавливать бревна. Все, наловились, надоело. Идем разводить огонь, греть завтрак. И потом в лес на заготовку.
быть привычный на плече чуть-чуть. Что там? Еще несколько штук осталось. Думаю, на пару квадратов точно хватит уже, да? Квадратных метров стены. Ну, 2 может. Ну, где-то рядом. Мне так кажется. Вот такую кучку притащили с Андреем. Аккумулятор еще немного живой. Сейчас порежу здесь на кусочки, потому что уже набегались по горам. Немного передохнем. Ну все, не намного хватило аккумулятора. В следующий раз принесу уже не 4, а 6 штук, 2 еще маленьких. Надеюсь, что хватит перепилить все эти бревнышки. Ну, а скорее всего, один оставлю для того, чтобы еще заготовить длинных бревен, а остальные буду использовать уже, чтобы резать на кусочки. А главное, чтобы никто сюда не наведался за дровами, потому что такие замечательные дровишки получаются. Сейчас, если мне удастся тихо подкрасться, я вам покажу огромную стаю карасей, которые пришли на прикормку. Иногда уже в толще воды промелькивают силуэты более крупных рыб. Уже не особо пугливые, я уже здесь и разговариваю, и прыгаю по дереву специально. Они буквально ненадолго ныряют и опять всплывают. Удочку, правда, я уже сложил и уже не планирую сегодня рыбачить, но уже с пониманием, что рыба подходит неплохая сюда. Это всего лишь мы покормили вчера вечером, сегодня утром, и уже полно рыбы. Можно было бы наловить, но нет надобности мне сейчас в рыбе. В следующий раз буду ловить. Сейчас покажу. Андрей ходил к моей старой сиже, которую поломала льдом и прибила там к берегу. Вдалеке я показывал. И оторвал все вот эти вот дощечки. Вот они теперь здесь сохнут. И я смогу теперь сделать небольшой помостик прямо на этом дереве. И можно будет удобно присесть и там поставить какие-то рыболовные принадлежности.
И ловить карасиков на жареху, красноперочку и плотву. В общем, в следующий раз-то буду в основном пилить чурочки. И в перерывах буду там на полчасика выходить, подкормить, да половить на удочку. Вот такие, в общем-то, планы. Надеюсь, в ближайшее время удастся выбраться сюда. Я не выдержал, сбегал за удочкой. Попробую все-таки, клюют они или не клюют. Караси плавают поверху, со дна клевать не хотят. А если маленькая такая глубина, то красноперка шустрая, быстрее их хватает. Ну, тоже красноперка уже стала подходить покрупнее, чем была сначала. Была совсем мелкая. Как я не пытался поймать карася, так и не удалось. Карась пока рассмотрит эту наживку, пока понюхает, красноперка уже 10 раз ее схватит. Ну ничего, думаю, в следующий раз поиграться с приманками, с наживками, с глубинами. Думаю, найду подход и ключик к нему. Все готовы? Да. Карлос готов. Ну что, на сегодня все. Пора выдвигаться домой. Где-то тут положу пока. Да. Идем, давай, вперед. Пройдешь? Нет. Чего нет? Очень приятно было пообщаться с Андреем и Юлем. Приятные люди, опытные туристы. Замечательно провели время, пообщались. Думаю, не последний раз. Так? Конечно, не последний. Мы вот этот напланировали трохи. Посмотрим, как оно получится. Ну и на этом буду с вами прощаться. До встречи в следующих видео. Мира, добра, здоровья. Пока-пока.